Добрый день, дорогие пекари! Сегодня мы с вами будем делать сдобу к чаю. Это очень удобный рецепт на закваске. Его удобно, легко замесить вечером, а уже утром к чаю испечь вот такие замечательные булочки. График классный, рецепт очень интересный. Булочки похожи на нераскрывшийся бутон. Есть более раскрытые, вот такие, они мне напоминают лепестки артишока. По-моему, очень классно выглядят. А еще лучше они на вкус. Это умеренно сдобные, не слишком жирные, слоеные булочки с посыпкой сахаром. Умеренная, опять же, сладость. Очень приятный, очень простой, доступный рецепт. Поставьте лайк этому рецепту, он этого достоин. И давайте начинать. Для булочек потребуется созревшая закваска Левита Мадре. Вот она у меня. Давайте посмотрим. Смотрите, открываю сверху. Вот такая замечательная закваска Левита Мадре. Берем чашу для замеса. Я буду замешивать в планетарном миксере. У меня Kenwood. Для начала в чашу наливаем молоко. 235 граммов. Сюда же вбиваем яйцо. Всыпаем 100 граммов сахара. Перемешиваем венчиком, растворяем сахар. Когда сахар растворился, добавляем закваску 200 граммов, щепотку соли и добавляем пшеничную муку высшего сорта 410 граммов. Все, можно начинать замес. Время замеса ставлю 10 минут. Минимальную скорость и начинаю замес. Через 10 минут замеса, когда тесто собралось, начинаем вводить сливочное масло. Всего будет 55 граммов. Добавляем его частями, примерно в 3-4 приема. Все масло у меня вмесилось. Общее время замеса составило 17 минут. Тесто однородное, гладкое, и месить его достаточно. Снимаем с крюка. Перекладываю тесто из чаши для замеса в миску. Немного его округлю. И далее я его оставлю на 1 час при комнатной температуре. Сейчас у меня плюс 21. Обязательно накрою крышкой. После окончания часа я убираю его в холодильник на самую верхнюю полку, на самую теплую до утра. Сейчас у меня 8 вечера. Примерно до 9-10 утра тесто будет стоять в холодильнике. На следующее утро достаем тесто, смотрим. Если оно недостаточно подошло, значит нужно его выставить в тепло и дать ему возможность подойти. Но у меня подошло неплохо. Сейчас будем делить и формовать. Подсыпаем муку на поверхность. Тесто надо взвесить. Подсыпаем муку на стол. Выкладываем тесто. Да, красиво бродит. Так, сейчас посмотрим, поскольку я буду делить. Вот таких кусочков будет достаточно. По 80 граммов я делю. Дальше каждый кусочек нужно округлить и подкатать. Для того, чтобы сделать это легко было, убираем лишнюю муку с поверхности и подкатываем заготовку в шар. Так делаем со всеми. Когда закончили формовать последние заготовки, первые, в принципе, уже полежали, расслабились, и их можно раскатывать. Берем скалку и раскатываем в пласт. Толщины около 3 миллиметров примерно. Пласт круглый, либо прямоугольный. Так раскатываем все. Раскатываем и откладываем в сторонку. Итак, все я раскатала. Если какие-то заготовки стянулись, можно подкатать еще. Ставим рядом растопленное сливочное масло, берем кисточку и сахар. И начинаем формовать наши булочки. Чуть-чуть стянулась у меня заготовка. Прокатываю буквально 1 раз. Беру масло и кисточку, смазываю заготовку сливочным маслом тонким слоем, присыпаю сахаром. Дальше беру либо нож, либо шпатель, делю на 4 части. Берем четвертинки нашей заготовки, складываем друг на друга с небольшим сдвигом, буквально 2-3 миллиметра. Берем палочку для суши, прижимаем. Все наши слои склеиваются. А потом начинаем долеплять булочку. Защипываем верхний треугольник и поверх него те, что ниже.
Защипываем и немножко придавливаем вниз. Получается вот такая булочка. Укладываем на пекарскую бумагу и формуем все остальные точно так же. Давайте покажу еще раз для закрепления. Подкатываем заготовку, если она стянулась. Смазываем сливочным маслом растопленным тоненький слой. Берем чайную ложку сахара, присыпаем. Нож либо шпатель делим на 4 равные части и складываем их друг на друга с небольшим сдвигом 2-3 мм. Берем палочку для суши, либо обратной стороной столового ножа, придавливаем по центру, слои склеиваются и слепляем краюшки, немножко придавливаем вниз и готовую булочку укладываем на расстойку. Все булочки сформованы, сейчас оставлю их на расстойке, беру пищевую пленку, немного на нее растительного масла, смазываю. Растаивать можно как подольше, если у вас прохладно, как у меня сейчас 20 градусов. Если у вас потеплее 25-26, то можно растаивать всего час и потом выпекать при 180 градусах, предварительно смазав яичным желтком. Накрываем пленкой, потому что у меня очень сухой воздух. Даже в процессе раскатывания заготовок я уже видела, как тесто подсыхает. Поэтому нельзя допускать подсыхания. Накрываем пленкой. И сверху можно еще чем-нибудь прикрыть и оставить на расстойку. Смотрите по времени, как вам удобно. Можно всего час дать расстойки, можно побольше. Я расставила булочки 3 часа. Но, как я уже сказала, можно было печь раньше, в зависимости от того, насколько хорошо я их скрепила. Некоторые у меня развернулись. Сейчас я это буду поправлять. Некоторые у меня целые, невредимы, некоторые раскрылись. Ну, те, которые раскрылись, я сейчас просто слеплю обратно. Не страшно, но вообще хорошо. Они подошли за 3 часа. Через час можно выпекать как раз таки с той целью, чтобы они не раскрылись, не развернулись у вас. Теперь нужно смазать поверхность. Я уже приготовила яичный желток. Духовка у меня разогревается на 180 градусов. К желтку добавила обычной воды из-под бытового фильтра. И сейчас нужно смазать булочки. Смазываем булочки там, где часть залепленная, поактивнее смазываем. Там, где открытые лепестки нашего бутона, только чуть-чуть поверху. Все булочки смазаны, ставлю на выпечку на 180 градусов, примерно 25, может быть 30 минут. Если слишком сильно румянится сверху, тогда выключаем верхний тен, оставляем только нагрев снизу. Булочки испеклись, понадобилось 30 минут. По большей части они у меня все-таки раскрылись, поэтому если вы хотите сохранить форму, время расстойки должно быть коротким, час, как я и говорила. Я их продержала 3 часа, потому что уезжала из дома, и они у меня сильно поднялись и раскрылись. Но на вкус это не влияет, булочки все равно красивые, вкусные, классные, и к чаю они будут замечательные. Сейчас переложу их на решетку и даю им остывать. Ну что, давайте пробовать булочку. Она очень мягкая, очень нежная, умеренно сладкая, как я и люблю. Кто любит послаще, может добавить больше сахара в тесто. Очень приятный привкус сливочного масла, который мы прославили. Классные вкусные булочки. Испеките их, я уверена, они вам понравятся. Смотрите, какое чудесное тесто. Мягкое, тонкое, воздушное. Не забудьте подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Приходите ко мне в Telegram, будем общаться, обмениваться опытом. Ну и продолжим с вами печь. Испечем еще много всего интересного.